Всем привет, друзья! Вы на канале Постоялец. Отличный теплый выходной денек. Это прекрасный повод прогуляться в лес и остаться в нем на ночь. Вам карта показывает, скоро поворот. Заодно сегодня тестирую новую экшн-камеру. Посмотрим, как она справится со своей задачей. Сегодня решил попробовать закрепить успех ночевки с печкой. Иду на место из видео «Суровый люкс», так как теперь протоптана туда тропинка, так скажем. И небольшой схрончик дров там есть с прошлого раза. Я надеюсь, они не сильно отсырели. И так как я иду один, мне должно быть легче. Знакомое место, знакомая схема, все уже намечено. Какие-то выводы с прошлого раза сделаны. Видео «Суровый люкс» я хотел, как обычно, в своем формате его снять. Те, кто знаком с моим каналом, могли заметить, что видео получилось короче, чем обычно у меня бывают выпуски. И, честно говоря, я и то собрал с большим трудом. Зимние походы, конечно, ощутимо отличаются от летних тем, что забирают гораздо больше сил. В этот раз я снимаю в непривычном для себя формате. Не стал с собой брать камеру, с которой снимаю я обычно. Посмотрю, как получится такой формат. Постараюсь побольше рассказывать и показывать в этом видео. Посмотрим, как это получится, насколько хватит сил. Ну а пока я иду до места. Зимний лес, конечно, сказочный. Просто нереально. Атмосфера просто волшебнейшая. Но справедливости ради, любой лес прекрасен. С возрастом и с опытом я начал понимать и чувствовать по-другому различные сезоны, в том числе и такую промозглую серую осень. В ней тоже я почувствовал свою атмосферу непередаваемую. И теперь мне такие походы тоже очень нравятся. В этот раз я запланировал устроить себе просто комфортнейший кемпинг. Взял с собой кучу всего. Волокушек я не знаю сколько килограмм. Надеюсь, не больше 20. Но на самом деле прелесть волокуш, что в них особо вес не ощущается. Прохожу мимо запретной зоны. Сторожевой пес выполняет с честью свой долг. Молодец. С другой стороны, даже лучше, когда волокуш тяжелый, потому что уменьшается шанс того, что они перевернутся. Как я и сказал, сегодня со мной куча всякого туристического оборудования, в том числе раскладушка, большая кемпинговая, высокая, тяжелая, мега объемная, но на волокушах пофигу. А также я решил себе ни в чем не отказывать, взял с собой стол, стул. В общем, должно быть очень комфортно. Часы показывают, что мне осталось чуть больше километра до места. В этот раз я лучше подготовился, я считаю. Заранее собрался и загрузил маршрут в свои новые часы. В прошлый раз с моим боевым товарищем Владимиром мы немного заплутали. Все потому, что у меня было очень мало времени на сборы, и в часах я не успел попросту разобраться. Поэтому, когда мы приехали уже на место по пути, в них разобраться было достаточно сложно, потому что было холодно. И мы торопились, поэтому шли, плутали. Был даже забавный момент, что мы сделали круг, который просто забрал у нас все последние силы. Сегодня у меня задача стоит проще. Место известно, а самое главное, известно, как в него пройти. В то место, которое мы шли изначально в прошлый раз, я уже там был пару раз, но добирался я другим путем. Туда на велосипеде и пешком, но это было летом. Но тогда я тоже знатно подвымотался. И чтобы пешком туда добраться, мне пришлось перелазить по дереву через реку. Соответственно, зимой с волокушами это было нереально. В общем,
дорогу туда мы не нашли пешком, поэтому пришлось искать другое место. Это заняло все время и силы, поэтому получилось как получилось. Но было очень классно, в любом случае мне очень понравилось. Еще не привык к новым часам. По сути, иду по маршруту первый раз. Все поглядываю на них, хотя они сигналят, когда нужно поворачивать, что очень хорошо. Можно на них не смотреть. Соответственно, когда они засигналят и завибрируют, можно глянуть, куда поворачивать и продолжить свой путь. Итак, часы показывают, что нужно поворачивать. Как раз я вижу поворот. Сегодня у меня основной маршрут идет вдоль ЛЭП. Пухляки я сегодня не топчу, исходя из цели экономии сил. Поэтому по лесу у меня совсем небольшой участок. Сейчас я в него как раз захожу. О, пикнули часы, типа поворачивай, дружище, уже пора. Сколько сушинок лежат. Это хороший знак. Значит, я буду с дровами при любом раскладе. Ну что ж, я добрался, а река под названием Барнаулка, похоже, что замерзла. Ну вот я и на месте. Немножко насыпал свежего снежка. Маршрут я прошел по часам. Все, буду ставить лагерь. Урок номер 1, который я из прошлого похода для себя извлек, это то, что обязательно должен быть перекус перед установкой лагеря, чтобы восстановить силы после дороги. Еще один момент. Сегодня я использовал резинку вот такую вот, которую я использую для велосипеда. Она очень хорошо зафиксировала всю мою поклажу. Что в прошлый раз у меня все постоянно вываливалось. Ну, вещей было меньше, конечно, но все вываливалось. Хотел я, когда приду в лагерь, попить горячего чайка с пирожком, но что-то же нужно было забыть, поэтому я забыл термос. Ну ничего, не беда. Только снега немного насыпало. Как раз мне, чтобы водичку подкипятить. Ну что за красота, а? Пирожки. Сегодня я взял с собой какое-то неприличное количество розжига, чтобы наверняка разжечь печку, потому что зимой с розжигом костров и печей проблемы. У меня, по крайней мере. В общем, будем сегодня идти на опережение голода. На этом будем греть пирожки, хачапури. Используем для этого газ-фугас. А также сегодня я учел многочисленные рекомендации
В видео «Прощай, гамак» мне многие рекомендовали использовать подставку для баллона. Один очень великодушный подписчик, зовут его Вячеслав Муравьев, и вовсе предложил сделать для меня самостоятельно на 3D принтере такую подставку. Сегодня она у меня как раз с собой. Вот сейчас покажу, буду испытывать. А Вячеславу передаю привет и большую благодарность. Такая вот интересная конструкция из какого-то классного материала. По заверениям Вячеслава, очень крепкая, не ломается. Готово. Вуаля. Можно было не брать с собой сегодня лопату. Я думаю, снега не сильно много. В прошлый раз мы почистили. Новая БРС-ка. Мне ее подарил мой друг Владимир, с которым мы в прошлый раз ходили в зимний поход. Видео «Суровый люкс». Ну, вроде конструкция стала устойчивее. Ну что, зимой без воды остаться трудно в лесу. Стоит. Ну, не зря говорят, как поставишь, так и будет стоять. Так что... Пока греется чаек, разберу немного волокуш свои. Это раскладушка. Лопата не нуждается в представлении, я думаю. Соответственно, топорик у меня с собой. Заготавливать дровишки. Кабанчик и тент. Это сразу, чтобы было видно, что ты профессионал. Так называемые элианы, несколько карабинчиков и девяточки. Пока оставлю здесь, потому что нужно будет продеть тент. Для начала подкреплюсь, потом поставлю лагерь и буду готовить полноценный обед. А пока пойду посмотрю на красоту. Эх, как же хорошо. Тихо, никого нет, снежок идет. И холодно. Ваше здоровье, друзья. Ну что ж, немного я подкрепился, подзарядился. Это было просто волшебно. Теперь пора ставить лагерь. Сильно не буду рассиживаться. А то темнеет рано, поэтому надо поторапливаться. Чтобы натянуть коньковую веревку, я использую девяточку. Такая вот девятка, она айтайзовская. Соответственно, нужно прикинуть. Где-то здесь, я думаю, нужно продеть ее. Продеть паракорд вот таким вот образом. Все. Так, на пару раз сразу зафиксируем. Вяжем пару прусиков
Очень просто они вяжутся, в принципе. Главное, чтобы они вот так не перекручивались. В общем, некоторое время спустя, что мы имеем? Наконец-то я установил тент. Не так уж это легко, конечно, как может показаться. Произвести всю натяжку, всех натяжек. И столкнулся я с одним неприятным моментом. Земля промерзла, что вызвало у меня определенные трудности в установке колышков. В общем, вбивал я их топориком, и это очень тяжело. Не уверен, что я их все смогу достать, во-первых. Во-вторых, вот такое вот произошло неприятное. -1 боец. Поэтому я решил сделать немножко по-другому. Перетянул тент и закрепил оттяжки за деревья. Вот такая вот у меня получается здесь паутинка. Поднял их повыше, чтобы можно было ходить под ними. Вот таким вот образом это все теперь выглядит. Ну, вроде нормально все держится. Если какой-то правонарушитель пойдет, будет задержана эта паутинка, я думаю. Вот. Но колышек жалко, конечно. Сейчас попробую еще парочку достать, которые я перетянул оттяжки их за деревья. Не знаю, что получится. Ну что, друзья, новый поход, новые испытания. Не все идет гладко так, как хотелось бы. В итоге у меня -2 колышка. Как я ни старался их достать, в итоге они сломались. И я не уверен, что я смогу достать завтра остальные. Поэтому по-любому придется докупать колышки. Ну и совет себе на будущее. Если земля такая замерзшая, вот как сейчас, то нет смысла усираться, но вбивать в нее колышки. Потому что потом их не достать оттуда. Вот. Поэтому нужно искать какие-то альтернативные методы. Либо вот так вот за деревья натягивать оттяжки, если они имеются, деревья я имею в виду. Либо найти какое-то альтернативное место со снежком и туда уже вогнать колышки без особых усилий. Чтобы без особых усилий потом их достать. И вообще, в принципе, достать. Довольно много времени ушло на всю эту возню с колышками. Давно планировал я уже пообедать. И планировал обед я приготовить на кабанчике уже. Но чувствую, надо готовить обед на газу. Потому что время неумолимо двигается к закату. Кушать мне уже хочется. А растапливать кабанчика сейчас уже нет времени и сил, поэтому опять газ. Чефирчик у меня. О, так, примерзли колышки. Ну что, я думаю, можно смело сказать, что подставочка работает это. Даже на такой вот вытянутой конструкции стоит вполне себе уверенно, что таежная водичка подоспела. Выдерживает даже такое испытание. Подставочка. Я доволен. Дай бог всем таких подписчиков. Не довешивай меня просто.
Собственно, что мы имеем? Ножки. Второй раз в жизни собираю. Первый раз собирал, когда купил только. Хе-хе-хе. Чувствую, буду спать как младенец сегодня. Ага. Я помню. Руки помнят. Так. Собственно, почти готово. Ну реально какой-то супешник получился. Я его залил тут. Ну что, теперь полноценного. Приятного аппетита. Правда, суп получился маршальский с гречкой. О, да. То, что нужно мне здесь и сейчас. Обалденно. Вот это балдеж. Ха-ха. Но после такого обеда все должно получиться обязательно. Все-таки я не пожалел, что взял с собой сегодня дополнительно стул и стол. Думал, возьму только раскладушку сегодня. Буду как-то на ней сидеть, шуршать. Но совсем не то это. Так вот ты обогатился, столик. Вообще красота. Ну, а раскладушка чисто спать. Начинает темнеть. Сейчас еще нот ставим, вообще будет красота. Монументальная конструкция, надо сказать. Во! Ну просто шедевр. По высоте, кстати, как стул. О! Ну вообще красота. Неохота даже вставать. Лакшери. Что сказать. Ну вот, небольшой схрон дров с прошлого раза. Ну что ж, это уже ощутимо облегчает мои задачи на сегодня. Заготовлю еще, наверное, столько же про запас, чтобы на следующий раз еще осталось. Надо будет мне еще пару предосторожностей на этот раз. Сразу оттянуть вот эту вот стеночку оттяжечкой, потому что вот здесь у меня уже есть пара коцок. Ветром надувает стенку, и она прилипает к трубе. Ну и трубу хочу зафиксировать, попробовать до конек, потому что она немного, когда уходит в бок, она накреняется немножко. Так и норовит кабанчика завалить. Это не шутки, конечно, поэтому сейчас буду пробовать гамырить. Вот он, наш зверенок, будет всю ночь греть. Грязные перчатки обязательно нужны для него. Что кабанчик у нас животное нечистоплотное. Все вытащить. Вот эти штуки таскаем, не знаю, есть ли от них какой-то смысл. Смысл как будто бы от них немного. Но я их все равно таскаю. Даже волокушек.
Я думал, что это решеточки, сушить что-нибудь. Оказывается, это ограничители, чтобы не жахнуться об него. И это ограничители, чтобы с него не съехала посуда. Установка кабанчика завершена. Пришлось немного модернизировать конструкцию. Сделать вот такую вот оттяжечку я сделал, чтобы труба не наклонялась и не наклоняла кабана. Соответственно, чтобы он в дыбы не вставал. Просто там колечко металлическое, проволочка и оттяжка до коньковой веревки. Также вот эта вот история, стенка, чтобы ветром она не надувалась. Короче, здесь там большая дырочка, но надо ее просто так приклеить. Опа! Липучкой. Чтобы мне к трубе опять не прикипала палатка. Таким вот образом я ее натянул сюда за оттяжечку. Такая вот двойная оттяжка. Так. Пойдёт. Всё. Самое веселье начинается. Фу, друзья, ну что, немного я подраскидался. Кабанчик жарит. Уже натопил, я уже вон разделся до флиски. Забыл, что у меня тут чаек, оказывается, был. Я его вот поставил подогреть. Все. Мило дело. Ой, нагрелся горячий. Пусть чуть-чуть остынет. Раскочегарился. Все немного прибрался тут. Разобрал вещички. Ну что скажу. Кайфую страшно, честно говоря. Тепло, тихо. Слышно только, как снежок шуршит по крыше тента. Как дрова щелкают в кабанчике. Просто благодать. У одного, конечно, здесь места гораздо больше. Даже с запасом. Сейчас покажу, как обустроился. Сижу, греюсь у кабанчика. Там столик, чаек, водичка греется тоже. Куча дров. На них сушатся мои гамаши. Перчаточки там сушатся. Здесь, собственно, в волокушах еще
куча дров с топориком. Ну и там на Элиона я повесил куртку, фонарик еще один, раскладушка и рюкзак. Собственно, ну и вот еще куча места здесь. Что еще классно и что уже успел оценить с раскладушкой, то что увеличивается площадь, так сказать, полезная за счет того, что под раскладушку можно закинуть какие-то вещи. Там у меня сейчас лежит, не знаю, видно, не видно. Сейчас подсвечу фонариком. Лежит лопата и пара сумок. В принципе, можно туда еще и рюкзак закинуть, но посмотрю, может быть, куда-нибудь я его в другое место определю. Так что прикольно. В общем, спать, я думаю, тоже на ней будет шикарно. Ну, сегодня посмотрим. Дело к ужину, однако, близится. Опа-пу. Итак, сегодня вновь в меню вновь стейк. Стейк-минутка. Маленький такой, тоненький, чтобы его было легко прожарить. В этот раз я подготовился. Взял с собой все, что необходимо. Досточка. Салфеточки, чтобы обмакнуть. Так, кровяку надо вылить. В баночку из-под тушеночки солью. Достаем стейк. Не самая, конечно, удобная штука для готовки на природе, но вкусно. Загружаем рамунчик. О-хо-хо. Как вкусно запахло. Пока разрежу стейк, то он не вместится в сковородочку. Ну что, можно жарить. Ну что, мне кажется, весьма аппетитно. Я думаю, готово. Без розмарина стейк не стейк. Немножко обваляем так. Ну что, друзья, теперь точно приятного аппетита. Ужин практически по расписанию. Раменчик сварился. Стейки почти все пожарены уже. Горячий. Рамен на таежной воде. Супер класс. Попробую. То, что нужно. Боялся не пожариться стейк на кабанчике. Думал, придется на газу его жарить, но ничего, кабанчик справился. Только поддувало на полную открывать, чтобы максимально много жара было.
Посуды будет мыть. Итак, друзья, что мы имеем? Имеем время 10 часов вечера. К сожалению, не могу сказать, сколько градусов здесь внутри, потому что забыл термометр тоже. Пью чаек со вкусняшками и потихонечку буду ложиться отдыхать. День получился насыщенный, хлопоты практически все позади. Единственное, что остается, только подготовиться ко сну. Посуду всю перемыл. Без потерь, к сожалению, не обошлось. Минус 2 колышка. При попытке их достать, они сломались. Не знаю, достану ли я остальные. Некоторые я еще подпортил, когда я забивал топориком их. В общем, придется раскошелиться на комплектик новых колышков к этому тенту, я так полагаю. Ну ничего, выводы сделаны. Опыт получен. Часы говорят, пора спать, сладких снов. Знают, что говорят. Ну, как раз сейчас чайку с вкусняшкой наверну и буду мультики смотреть во сне. Очень комфортно, конечно, со столом было приготовить стейки в этот раз. И вообще всю остальную еду. Кабанчик меня сегодня очень радует, помогает мне с моими кулинарными изысками. Вот. И очень классно, что можно просто добавить водички, поставить, и там будет тепленький чаек, либо можно просто зачерпнуть снега, поставить посуду, чтобы водичка теплая была, помыть легче было. Очень это классно. Пожарил стейк, сварил рамен, ну и вообще все хорошо. Высушил вон ноги в тепле теперь, согрелись. Благодать. Теперь главное до утра переночевать. И считай, шалость удалась. Небольшая перестановочка ко сну, чтобы лежать, спать вот таким вот образом. Ночью можно было встать и подкинуть. Либо вот так вот, не знаю, даже может не вставая. Хотя, наверное, не вставая будет, наверное, тяжело. Взял на всякий случай еще вот такой коврик. И надувной взял, и на раскладушке. Ну вообще, в общем, на максималках отдыхаю сегодня. Около бы еще развернуть. Где-то тут мой надувной ковер новый, с которым я в прошлый раз ночевал. Nature Hike Air. Air Value 5,8. Ну, нормально, не холодно было от земли. В прошлый раз на земле спали. Вот такой малыш. Ну что, друзья, наконец-то я подготовился ко сну. Обнаружил у себя еще конденсатник. Надеюсь, отдохну неимоверно. Так что увидимся утром. Доброе утро, друзья. Ну что сказать, спал бы еще, доспал, хотя время уже 10 часов. Все-таки, когда нужно вставать каждые 2 часа, это не очень классно. В этом плане ночевать вдвоем практичнее, потому что
Можно вставать каждые 4 часа хотя бы, чтобы подкидывать в печку дров. У меня и так-то сон не очень в первый день похода, а когда он один, ну это практически всегда, значит, что сон не очень будет. Плюс еще добавляется печка, и, соответственно, трудно выспаться. Только ты вроде уснешь, а тебе нужно вставать, подкидывать печь. Ты пока подкинешь, маленько уж проснешься, потом опять надо засыпать. В общем, полночи поспал, и то хорошо, наверное. Почему-то постоянно съезжает коврик у меня в ту сторону, я не знаю почему. Из странных моментов, может быть, я опять что-то сделал не так с натяжкой тента, но что это за лужи? Получается, здесь, здесь. Покажу поближе потом. Соответственно, здесь я уже выдрыхнул. И я здесь тоже. Весь тент мокрый. В конденсате и снаружи тоже. Ну, капельки заледенели. Похоже, что... Не знаю, если стоять так в нем несколько дней, что с ним будет, честно говоря. Не понимаю. Что сейчас буду вставать, реанимировать кабанчика. Надеюсь, там угольки еще какие-нибудь живы. И готовить завтрак. Ну, наверное, потихоньку домой собираться. Вот это, конечно, не есть хорошо. Уже и лед, и вода. Подожди. Ну, кабанчик, значит, еще горячий. О, нормально. Угольки есть. Сейчас, значит, докидаем. Ну, что сказать, дровишки у меня практически закончились. По крайней мере, все крупные. Точно. Мелочь вот осталась всякая. Но она мне сейчас и пригодится. Тут, возможно, еще супруга моя подтянется, поэтому надо будет, наверное, еще за дровишками сходить. Ну и немного поддуем сразу, чтобы жару-то прибавилось. Свежо. Друзья, если кто шарит, подскажите, как-то этот вопрос решается или нет. Потому что вот эти секции, они прям проседают под снегом. Не знаю, может это из-за паракорда. Тент немного просел, и в полный рост там уже как в сухом варианте там уже не походишь. Не знаю, может быть попробовать подтянуть, но как бы это плохо не закончилось. Но то, что здесь, ну и соответственно с той стороны скапливается вода, мне совсем, конечно, не понравилось. Если бы у меня стоял там стул с вещами, например, или рюкзак, и на него бы начало капать, это было бы максимально неприятно. Но тент вроде как влагу не пропустил, было там просто очень много конденсата. Сами эти лужицы не просочились, но это всего лишь одна ночь и половина дня примерно. А если это несколько дней, может быть, этот тент не предназначен для того, чтобы с ним ходить несколько дней, я не знаю. Пошла накурка. С этой стороны такая же ситуация. Сильно просела крыша, и, соответственно, здесь тоже были лужи, там и там. Это не очень прикольно, надо будет над этим подумать. Ну, я так полагаю, то, что тент горячий, падает снег, он на нем тает, и, соответственно, все это замерзает. Просто это лед все. Под этой тяжестью он как бы так провисает. Оттягивать, не знаю, есть ли тут какой-то смысл что-то. Но видно вот по этой стенке даже, как он приопустился немного. Надо такой скребок с собой автомобильный брать и чистить его. Вот такая вот прям тут ситуация из простых.
Ну вот я о чем и говорил, что вчера можно было стоять здесь в полный рост, а теперь я стою на полусогнутых. И если я встану... В общем, да. Ладно, подумаю на досуге об этом. Сейчас буду готовить завтрак из актуального. Свеженькое. Ну что, все почти готово к завтраку. Традиционно овсяная кашка быстро заварная. И кофеек с самодельным дрип-пакетом. Еще я добавляю в кашку вяленые бананы для нажористости. Говорят, они очень калорийные. И за тонирующим эффектом всевозможными, прекрасными вещами обладают. Не будем жалеть воды. Таежной воды у нас много в этом походе. Посмотрим, какой на ней будет кофеек. Ну что, друзья, по традиции, приятного аппетита всем, кто за едой смотрит. И мне. То, что нужно с утра. Необычный вкус. Вареный кофе с таежными травами. Ну что, пора пополнить запасики дров, так как супруга изъявила желание присоединиться и приготовить обед на природе. Поэтому дровишки еще нужны будут. Так что еще одни волокуши дров нужно заготовить. Ну что, здесь уже нечего обгладывать. Зато вон там есть. Ну, думаю, хватит на обед. Кто там? Свои. Здравствуйте. Гостей принимаете? Призывали? Постояльцев. Да. Водичку сразу на Как подогрев. жарко. На улице показывало -8, ощущение -14. Поэтому я утеплилась. Испарилась. Друзья, тут просто весенняя капель. Я вон раскладушку сдвину, чтобы на нее не капало. Просто атас. Но второй день тут ночевать, наверное, нереально будет. Все зальет. Супруга присоединилась, вот. И как полагается, Женщина у плиты. как полагается, да, традиционной супруге сразу к плите. Вот. Вот так. Что? Макароны по-флотски. С ветчиной. Без сыра. Бон аппетит, друзья. Вот что значит, женщина приехала. Кофею. Кофемания. Не пейте так много кофе, друзья. Балдеж. В общем, что мы наблюдаем? Прогрели тент, он подсох, и, соответственно, крыша больше не проседает так сильно. Проседала, видать, из-за обилия снега большого. Я думаю, он вообще высохнет, по идее. Такая вот система оттяжек здесь.
ночью показывал, теперь днем покажу. То есть вместо колышков к деревьям привязал. Вот эта штука оттягивает стенку. Здесь вот за оттяжку закреплена. И труба. Таким вот образом. Сборы. Вешалка. И костер разжечь пока. Ох ты ж. Ух ты. Погреемся еще немножко. Фига, сюда. Вот такой вот кусочек выжженной земли остался после моего похода. Ну ничего, скоро присыпет снежком. Все еще крепче заледенеет, чтобы потом колышки невозможно было вбить. По итогу минус 3 колышка. Один просто сполтергейстил куда-то. С него слетела оттяжка, и мы не смогли его найти. Ну да ладно. Может быть, найдем, когда снег растает. Друзья, ну а вам я желаю почаще ходить в походы, особенно в такую волшебную погоду попробовать себя, если есть такая возможность и желание. Ну, а мы отправляемся домой. Всем удачных походов с любым снаряжением. Увидимся!